Война в Украине – это страшное горе. В первую очередь для украинцев, конечно, которые гибнут, защищая свою страну, теряют дома, своих близких и чувство безопасности. Но разрушение, которое несет война, оно тотально. И страдают от него не только люди из страны жертвы, но и люди из страны агрессора. Как бы нас из телевизора не уверяли в обратном зачинщике этого конфликта. Так что, как россиянин, я сегодня хочу поговорить о том, что теряют мои соотечественники. В 2023 году не осталось в мире того россиянина, который бы не почувствовал войну на себе. И на жизни своей семьи, конечно. Хорошо еще, если война сказалась только на семейном бюджете. Гораздо страшнее, если ребенок потерял отца, которого мобилизовали для участия в этой специальной военной операции. Или если мама-пенсионерка, которой едва хватало на жизнь мизерной пенсии, внезапно получила несколько миллионов. Но это сынины гробовые. Боль мам, жен и детей власти затыкают компенсациями, этими лицемерными возгласами о патриотизме, о долге перед страной и о покорности судьбе. Но у меня есть неприятное ощущение, что раздражение большинства россиян вызывает сейчас не столько человеческие потери, сколько пустота в кошельке и снижение уровня жизни. Оставим сейчас в стороне моральную сторону вопроса и поговорим о неоспоримых фактах, с которыми вынуждены будут согласиться даже сторонники войны. Цены летят вверх, импортные продукты исчезают из магазинов, лекарства отечественного производства работают совсем не так, как их западные аналоги. Да и хорошо, если их вообще можно найти на полках в аптеке. То, что лекарства становятся все менее доступны россиянам, уже признал даже сам Путин. Только по официальным данным инфляция на 2022 год составила почти 12%. На непродовольственные товары за год цены выросли даже больше, чем на 12%. А на продовольственные, то есть в том числе на продуктовую корзину, более чем на 10%. А теперь ответьте, стал ли кто-то зарабатывать больше из ваших знакомых? Впрочем, растут не только цены в магазинах, растут и расходы бюджета на проведение этой спецоперации. Интересно, как долго экономика выдержит продолжение войны? И сможет ли Россия позволить себе вторую волну мобилизации? Это Павел Коныгин, формат «Разборы», и сегодня мы поговорим о том, сколько еще придется заплатить россиянам из своего кошелька за войну на чужой земле. Смотрите нас в Ютубе и в эфире «Дождя», а также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Наши коллеги, журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, что если боевые действия продолжатся в 2023 году, то общие затраты на войну и удержание оккупированных территорий могут достичь 7-8 триллионов рублей. А если сохранится текущий прирост потерь среди личного состава, то деньги в бюджете вообще могут скоро кончиться. Государству неминуемо придется увеличивать госдолг и существенно сокращать расходы. Ну, считайте сами. Только обещанное ежемесячное денежное содержание рядового мобилизованного – это 195 тысяч рублей. Зарплата тех, кто имеет более высокое звание, в среднем 235 тысяч. В рамках частичной мобилизации, по словам Владимира Путина, было призвано более 300 тысяч человек, включая добровольцев. И если власти будут стараться поддерживать это число мобилизованных в течение года, то ежемесячные расходы бюджета только на их зарплату составят никак не меньше 62 миллиардов рублей. Давайте я вас сориентирую, насколько гигантская это получается сумма. Ежемесячные расходы будут больше, чем годовые бюджеты у 20 регионов России. Это мы посчитали один только месяц войны. Соответственно, 2 месяца выплат зарплат мобилизованным обойдутся в 124 миллиарда рублей. Это больше, чем годовые бюджеты половины регионов России. А за год расходы на зарплаты участникам войны составят уже около 745 миллиардов рублей. А это уже половина ежегодных расходов федерального бюджета на здравоохранение. И это, подчеркну, только зарплата. Да и то, если считать, что всем платят как рядовым.
А выплаты компенсации раненым и семьям погибших – это вообще страшная и бездонная тема. Гибель человека власти оценивают в 12 миллионов рублей. За ранения обещают заплатить 6 миллионов. При этом потери в конфликте колоссальные. Журналистам русской службы BBC совместно с медиазоной удалось установить имена более 10 тысяч российских военных, погибших в Украине. При этом в одну только новогоднюю ночь на 1 января в Макеевке под Донецком погибли 89 человек сразу. И это если по российским данным. Но вот Минобороны Великобритании со ссылкой на собственные данные сообщила, что потери России из-за удара по Макеевке превысили 300 человек. И вряд ли дальше потери снизятся. Экономисты Олег Ицхоки и Максим Миронов отмечают, что из-за плохой подготовки и недостаточной мотивации потери среди мобилизованных российских граждан могут оказаться выше, чем среди военнослужащих контрактной армии. И по их предположениям, в ближайшие полгода невозвратные потери могут составить от 15 до 20%, а раненых может быть от 45 до 50% из общего числа призванных на фронт в рамках кампании по мобилизации. Но что означают эти проценты? По самым минимальным оценкам, 15% убитыми – это примерно 48 тысяч человек. Только представьте себе эти цифры. 45% раненых – это уже около 144 тысяч человек. Если предположить, что эти потери накопятся только за год, а не раньше, то на компенсации мобилизованным потребуется выделить около 1,5 триллиона рублей. А если государство призовет, допустим, еще хотя бы 130 тысяч человек, чтобы заткнуть дыры на фронте, то траты превзойдут 2 триллиона рублей. При этом на этот год и без того запланирован дефицит бюджета на уровне около 3 триллионов. Но как образовалась такая дыра в бюджете? А очень просто. Законопроект бюджета на 2023 год был внесен правительством в Госдуму еще до объявления путинской мобилизации. Следовательно, расходов на мобилизацию в бюджете еще заложено не было, а война, как мы видим, дорогое удовольствие. Не забудем, кстати, про деньги на экипировку, оружие, топливо, еду, элементарные медицинские расходники. Чем больше людей призвано в армию, тем больше требуется средств для их содержания. В уходящем году на закупку вооружения для военнослужащих страна уже потратила почти 2 триллиона рублей. На ремонт оружия 387 миллиардов. В рамках гособоронзаказа на продовольствие, топливо, вещевое обеспечение и закупку товаров потрачено еще 385 миллиардов. Растут траты и по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность». В бюджете 2023 года статья «Нацоборона» увеличилась сразу на 300 миллиардов рублей. На национальную безопасность и вовсе в этом году расходы вырастут больше, чем в половину. Содержание силовиков на оккупированных территориях требует тоже дополнительных трат, на которые наша страна еще недавно никак не рассчитывала. Кроме того, власти уже планируют траты на восстановление разрушенной или полностью уничтоженной инфраструктуры оккупированных территорий, то есть восстановление того, что сама же российская армия и разбомбила. Как отмечали журналисты RTVI, расходы на восстановление регионов напрямую в тексте бюджета не упоминаются, хотя министр финансов Антон Силуанов утверждал, что они туда заложены. Вероятнее всего, восстановление и поддержка так называемых ДНР, ЛНР, а также Херсона и Запорожья спрятаны в закрытом пункте специальный инфраструктурный проект. Суммарно на него и другие засекреченные статьи бюджета в ближайшие годы планируется потратить 377 миллиардов наших с вами рублей. Таким образом, вместе с расходами на зарплату и компенсации мобилизованным, бюджет на войну и оккупацию в 2023 году может достигнуть от 5,5 до 6,5 триллионов рублей. А если считать вместе с прошедшим 2022 годом, то сумма и вовсе космическая – 7-8 триллионов. Это больше, чем заложено на пенсии и социальные пособия федерального бюджета в 2022 году. О приоритетах вы можете, конечно, судить сами. Ну а что у нас тем временем происходит с расходами на медицину? Должно быть, в военное время эту сферу планируют поддерживать так же, как оборонку? Нет.
не планируют. Доля расходов на здравоохранение в структуре ВВП продолжает снижаться. Эксперты при этом отмечают, что одним из главных последствий такого урезания бюджета для здравоохранения станет отказ от многих направлений бесплатной медицины. Например, в 2023 году финансовой поддержки не получат программы закупки новых лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и для пациентов с ВИЧ. Лечитесь подорожником, товарищи. В уязвимом положении из-за бюджетных ограничений оказываются и региональные медицинские программы и помощь онкобольным. Словом, социалку в условиях военного времени ждут тяжелые времена. Еще одно из экономических последствий войны и конкретно мобилизации – это снижение собираемости налогов, в том числе зарплатных, из-за чего будут страдать в первую очередь бюджеты регионов. За год войны и за полгода с начала мобилизации на фронт ушли работники крупных предприятий, а также учителя, медики, юристы, продавцы, охранники, шиномонтажники. То есть люди, чьи налоги примерно на треть формируют консолидированный бюджет государства. Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается. Трудовой контракт с ним приостановлен. Приостановлен на время, пока он на войне. Но сколько этих людей вернется домой живыми и здоровыми физически и психически? Смогут ли они вернуться в норму и полноценно жить в обществе, развивая его? А люди, которые вовсе уехали из России, только по официальным данным около 100 тысяч IT-специалистов покинули Россию с февраля 2022 года. Об этом заявил, например, глава Минцифры Шадаев. Но страдают ли по этому поводу представители путинской власти? Не думаю. Вот, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает конфисковать имущество уехавших из России граждан, которые поливают грязью государство. Может, таким образом он надеется заставить российских граждан вернуться? Не пряником, так кнутом? Честно говоря, я очень сомневаюсь, что подобными заявлениями путинская власть сможет заставить вернуться на родину уехавших налогоплательщиков. Оптимистичных прогнозов в отношении потребительского спроса, инфляции, объемов экспорта и импорта тоже делать не стоит. И дефицит бюджета в 2023 году может быть значительно выше, чем изначальный прогноз, из-за того же, что в нем заложены слишком оптимистичные цифры по доходам. Даже Счетная палата раскритиковала прогноз социально-экономического развития России, который подготовила Минэкономразвития. Этот прогноз предполагал, что основным драйвером экономического роста в ближайшие годы станет потребительский спрос. Но откуда спрос в нынешней ситуации? И прогноз министерства по инфляции на 2023 год аудиторы посчитали заниженным на фоне роста мировых цен и ослабления курса рубля. По мнению экономиста Игоря Липсица, выступившего экспертом в исследовании наших коллег, дефицит бюджета Кремль постарается компенсировать за счет повышения налогов. Дополнительные доходы в бюджет правительство планирует получать за счет увеличения экспортной пошлины, а также налога на добычу полезных ископаемых и повышения налогов для нефтяной отрасли, а также введения экспортной пошлины на удобрения и уголь, роста акцизов на табак и введения, внимание, акциза на сладкие напитки. То есть из-за войны подорожают даже тархун и буратино. И это далеко не все новации, которые приготовила для нас Родина, погрязшая в войне. Вот, например, решено было провести индексацию тарифов ЖКХ. Второй раз, причем за год. Цены на коммунальные услуги, воду и электроэнергию должны были вырасти в июле 2023 года. Но выросли они уже с декабря 2022 года. Ну и как вы думаете, значит ли это, что в июле не будет подорожания? Пожалуйста, напишите, что вы думаете нам в комментариях. В своем исследовании наши коллеги из «Новой газеты Европа» отмечают, что до войны госдолг России уже составлял более 20 триллионов. Простыми словами, госдолг – это объем задолженности государства перед кредиторами, то есть банками, инвесторами и простыми гражданами. До мобилизации правительство РФ заложило в бюджет рост госдолга на несколько лет вперед. Так вот, без учета мобилизации в 2025 году он составит уже почти 30 триллионов. И по плану правительства, когда госдолг вырастет до такой суммы, его обслуживание будет обходиться стране в 1,8 триллионов рублей в год. То есть к 2025 году эта сумма превысит расходы федерального бюджета на образование и здравоохранение вместе взятые. Вот такая занимательная математика. Военные учебные центры вместо новых современных школ в регионах. Полевые военные госпитали вместо новейшего медицинского оборудования в поликлиниках и больницах. Вот так Россия шагает в будущее. Продолжение следует.